Я вообще не понимаю, к чему весь этот фарс с соглашением завещания, когда и так понятно, кто наследник. Зачем пришли? Рассчитываете получить кастрюлю и сковородки? Если все в сборе, позвольте начать. Я не понимаю, что мне там делать? Я не имею отношения к этой семье. Все так. Но неужели вам не интересно, кто наследник? Вот уж совсем не интересно. И поэтому, согласно последней воле покойного, все его движимое и недвижимое имущество, а также все денежные средства на счетах и контрольный пакет акций фирмы достаются его внебрачной дочери Варваре Александровне Красновой. Прошу прощения. Вы можете принести мне стакан воды? Однако поворот. Дочь? Какая еще дочь? Так вот зачем она так рвалась сюда. У нее здесь были свои интересы. Я приехала сюда работать в саду. Просто работать. Да, конечно. И родного отца она не узнала. Давай, расскажи мне, как это возможно. Я ехала к дому Горяковой, а не к Сомовой. И отца я видела только в раннем детстве, я клянусь. И... У мамы фотографии его не было, он нас бросил. У меня даже отчества его нет. Маму звали Александра, и я Александровна. А почему вы не взяли фамилию мужа? Потому что я всегда танцевала под фамилией Гурякова. И она меня вполне устраивала. Понятно. Благодарю. Значит, вы утверждаете, что с раннего детства вы не знали отца и не общались с ним? Да, утверждаю. А у меня другая информация. На электронной почте Сомова я обнаружил ваше письмо, отправленное ему 3 года назад, где вы обвиняете его в смерти своей матери. Да, я нашла в маминой электронной почте его имейл, отправила ему одно письмо, он мне даже не ответил. Моя мама умерла, и виноват в ее смерти он. Точнее, покончила жизнь самоубийством. И у вас был мотив приехать в этот дом. Отомстить за смерть матери. Я пригласила в дом убийцу. Я не убийца. Угу. Мы встретились с ним совершенно случайно. Это невероятно, но это так. Ну, допустим, это совпадение. И вот он вас так сразу узнал? Я думаю, да. Потому и пригласил в тот вечер к себе в кабинет и мне показал фотографии. Мы... И что же произошло в тот вечер между вами и вашим отцом? Это я. Это мама. А этот я не знаю. Уверена? Это что, вы? А вы знали маму? Знал. Ты тогда была совсем маленькой. Я подарил тебе этого Мишку. Помнишь? Нет. Мама сказала, что Мишку подарил мне... Вы что, мой отец? Здравствуй, дочка. Дочка. Понимаешь, с твоей матерью нас никогда ничего не связывало. У меня не было к ней чувств. Родить тебя было только решением Александры. Хотя потом мы виделись пару раз, она о тебе рассказывала. Рассказывала? Да. И все? А вы, я имею в виду, вам не хотелось узнать, как я расту, чем увлекаюсь? Я был очень занят. И потом, я же предлагал ей деньги на твое содержание. Она не взяла. Гордая. Хотя какая гордость может быть у администратора отеля, которая сама прыгнула ко мне в постель? Да вы сволочь. Вы сволочь и предатель.
Подождите. Я знаю, что она перед смертью приезжала к вам. А когда вернулась, заперлась у себя в комнате и выбросилась в окно. Что вы ей тогда сказали? Сказал, что шантажировать меня бесполезно. Неправда! Неправда! Это ваши слова ее убили! Для меня вы убийца! Замолчи! Я хочу тебе добра, а ты такая же идиотка, как твоя мать. Глупая, истеричная идиотка. Значит, он решил раскаяться. Я ничего не знала о завещании. Я вообще хотела сразу уехать, но впала в какой-то ступор и... А ваша мать давно умерла? 3 года назад, в июле. Завещание составлено 3 года назад, в сентябре. Все верно. Теперь вы законная наследница. Подождите. Но ведь я законная жена. Завещание можно оспорить. А ребенок Кати и Бориса имеет право на наследство? Да как ты вообще смеешь рот-то открывать, а? Боря хотел с тобой развестись. Так знаешь что? Сейчас обе вон из дома. Не смей кричать на мою дочь! И это еще большой вопрос, чей ребенок. А дом теперь не твой. И не смей так говорить о моей дочери! Мам, не надо унижаться. Если надо, я готова сделать тест ДНК. Я физически не переношу скандалы. Если речь заходит о таких деньгах, то скандалов не избежать. Теперь они меня точно убьют. Как Сомова. Только вот кто из них? Вы можете представить ко мне охрану до окончания дела? К сожалению, не могу. Ребенок Боря, если бы он был жив. Что мне делать? И ты тоже поторопись. Есть у меня одна идея. Дамы, я прошу прощения, давайте по существу. Если вы хотите оспорить У завещание... меня есть заявление. Я хочу отказаться от наследства. Вы серьезно? Абсолютно. Я хочу отказаться от наследства. Как это правильно оформить? А вы хотите отказаться в чью-то пользу? Пока не знаю. Мне надо подумать. Вот как надумаете, так приходите сразу ко мне. Варенька, ну что ж тут решать? Все и так понятно, что все должно достаться мне, законной жене, а не какому-то там сомнительному ребенку. Решение, принятое под давлением заинтересованного лица, также можно легко оспорить. Не дави. Я давлю? Я просто хочу восстановить справедливость. Простите, пожалуйста. У меня просто голова кругом. Я очень устала. Ну что, получилось? Да. Теперь мое положение в доме кардинально изменилось. Но это не снимает с вас подозрений, даже если наследство не было целью вашего приезда. Господи, как я устала. Моей целью была перепланировка сада. А Сомову я высказала в лицо все, что хотела. К сожалению, вынужден вас оставить. Вы мне обязательно позвоните. Непременно. Кстати, и вы. Мне тоже пора. Жаль, Бориса, жаль. Жить бы ему дожить. А вы давно с ним были знакомы? Давненько. Кстати, это я настоял на том, чтобы он составил завещание. А ему что-то угрожало? Я этого не могу знать, но человеку с такими деньгами лучше заранее позаботиться о выборе наследника. И выбор пал на Краснову. Скажите, а кто-то еще мог об этом знать? Нет. Разглашение состава завещания нарушает конституционные права. Я нисколько не сомневаюсь в вашей порядочности, но чисто теоретически кто-то мог узнать? Теоретически. Молодой человек, возможно, все, особенно под воздействием алкоголя. А Борис, как вы знаете, этим иногда злоупотреблял. Краснова завещания не знала. И я хочу ей верить. Тем более она так легко отказалась от наследства. Отказалась. Обещала подумать, молодой человек. Это 2 большие разницы. Деньги – огромный соблазн. А все-таки, если откажется в чью-то пользу? Вы знаете, в праве наследования есть некоторые тонкости. Если вы меня подбросите до города, я с удовольствием проконсультирую вас по этому делу. Буду обязан. Присаживайтесь. Спасибо.
тоже полная неожиданность. Ну и много ты получила? Много. Практически все. Дом, сад, деньги и фирму в придачу. Круто. И как ощущения? Мне страшно, Вань. Сомова отравили. Меня тоже могут убить. И знаешь, я решила отказаться. От чего отказаться, Варя? Вань. Варя! Тут опять эта машина. Какая машина? Вань, я в дом. Мне как-то не по себе. Поехали к тебе. Не сегодня. Сегодня я устал. А я тебе такой классный массаж сделаю. Я же сказал, что не сегодня. Наследством Красновой заинтересовался. А говорил, между вами все кончено. Тебе показалось. А наши отношения тебе тоже показались? Или ты можешь мне мозг не выносить? Доброе утро. Доброе, доброе. А где все? Катюша в консультацию уехала. Позвонили ей что-то с анализами. Кофе будете? Ой, с удовольствием. Я так нервничаю. А эти спят, наверное. А Кате нехорошо? Да нормально она. Хотя, конечно, перенервничала. После вчерашнего сильно. Хотела с ней поехать, да она мне не позволила. А я после завтрака, наверное, пожалуй, цветами займусь. Не могу я сидеть без дела. А у вас где садовый инвентарь? В подсобке, я вам покажу. Да вы пейте кофе. И блинчики берите, пока горячие. Спасибо. Мам, да, все нормально. Да ошиблись они. В регистратуре что-то напутали. Зато удачно к кардиологу сходила. Рекомендует ложиться в стационар. Но это потом. Мам, да что же это такое-то? Мне какие-то сволочь колеса прокололи. Приезжай за мной, а? Что-то случилось? Да Кати моей в городе колеса прокололи. Может быть, вас подвезти? Нет, не надо, я такси вызвала. Это мамины любимые. Я тоже розы люблю. Хотите пересадить? Ну, я здесь не хозяйка. Хотя, знаете, я бы вот тут галькой выложила. Хорошая идея. Варь, вы меня простите, что я вас тогда на телефон снял. В доме такая обстановка была. Потом этот флакон с отравой. Точно уверена, что там отрава? Не знаю, это дело экспертов. Но теперь я точно уверен, что вам его подбросили. Вы простили меня? Вы действительно раскаиваетесь? Очень. Ладно. Тогда помогите-ка мне с пляжа ко мне 10 перетащить. Да хоть 20. Вот этот камушек симпатичный. Время собирать камни. Кто это сказал? Царь Соломон. А еще у него на кольце была надпись: «Все проходит, и это пройдет». Вы уже приняли решение?
Пока нет. Но представляю, какая начнется драка, когда я подпишу официальный отказ. Или вы мне предлагаете отказаться от наследства в вашу пользу? Я же говорил, любое завещание можно оспорить. И потом вы вправе отказаться в пользу всех наследников в равных долях. И драки не будет. Правда? Как интересно. Осталось только узнать, кто отравил вашего отчима. И вашего отца. Если б я мог хоть чем-то помочь. Знаете, я заметила, что возле дома часто останавливается машина. Какая машина? Темная, с тонированными стеклами. У нас в поселке много машин. Простите. Слушаю. Нужна консультация по объекту, но у меня выходной. Кто рекомендовал? Ладно, буду. Ну вот. Клиенту нужна срочная консультация. Нельзя отказать. Как же Галька? Да тут немного я донесу. Венок самый шикарный. Нет, будет только одна надпись от любящей жены. Больше ничего. А скажите, когда будет готов? Ага, я поняла. Спасибо. Красиво. Ваши розы тоже красивые. Только они очень колючие. Я бы посоветовала другой сорт. Знаешь, если этот дом достанется мне, то ты, Варенька, как дочка моего покойного супруга, можешь приезжать сюда когда угодно. И весь этот сад будет в твоем полном распоряжении. Интересное предложение. Но сейчас я мечтаю отсюда поскорее уехать. Никогда больше не возвращаться. Давай так. Чего ты хочешь? Ничего. Хотя у меня есть одна просьба. Я бы хотела взять на память ту фотографию, на которой мама, я и отец. Все? Да ради бога, бери. А что касается наследства, то я думаю, что каждый из претендентов имеет на него право в равных долях. И Катя тоже. Я могу тебе отдать фотографию прямо сейчас. Только не понимаю, зачем она тебе. Ты же презирал Бориса. Обвиняла его в смерти матери. Но он же оставил наследство мне. Значит, у него была совесть. И на фото мама выглядит такой счастливой. Так, знаешь, к черту эти сантименты. Ты когда будешь готова подписать отказ? Когда Малинин найдет убийцу. Надеюсь, это скоро произойдет. Да может, Кирилл Леонидович, это Варвара, это Варя Краснова. Только что кто-то запер дверь в мою комнату. А вдруг это убийца? Пожалуйста, приезжайте побыстрее. Они убивают Лизу! Кирилл Леонидович!
я пробежала по балкону. Хорошо, что другая спальня была открыта. Господи. Звони в полицию. Они убивают Лизу. Это было ужасно. До сих пор в себя прийти не могу. Где этот ваш Малинин? Едет. Сказал, чтобы в кабинет никто не заходил. Долго же вас не было. Колеса меняли. Катенька извелась вся, пошла отдыхать. А я сейчас быстренько обед приготовлю. Да я вряд ли смогу что-то сегодня съесть. Пока вас не было, в дом грабители залезли. Господи, что украли-то? Деньги, драгоценности, да все. Как назло, дома никого не было, вон Варя только одна. Дурдом какой-то. Клиент вызвал в офис, сорвался, приехал. Клиента нет и не было. Чья-то глупая шутка. Макс, у нас опять беда. Надо поговорить. А я бы что-то поела. И выпила. Я сейчас быстренько что-нибудь соображу. Я все равно тебе не верю. То есть ты думаешь, это я? Я подстроила кражу. А что мне еще думать? Ты с ума сошел? Что вы тут делаете, Варвара Александровна? Ну так я спецзадание ваше выполняю. Лиза, Максим! Следователь приехал! Варвара Александровна, я не думаю, Грабители были в перчатках? Да, в масках и в перчатках. Значит, их пальчиков на сейфе мы не найдем. А машина? Какая у них была машина? Грязная. В смысле, темная. И стекла тонированные. Я ее несколько раз у дома видела. А я вспомнила, там один из них хромал. Мои опера пробили камеры наблюдения. Машина в угоне. Ее нашли в лесополосе. Преступники, разумеется, скрылись. Значит, за домом следили? Похоже, так и есть. Они выманили из дома вас, Дарину, Екатерину. Проникли в дом, заперли Варвару в ее комнате, напали на Елизавету Николаевну и обчистили сейф. Кстати, где они взяли ключи от комнаты Варвары? А общая связка ключей висит в прихожей возле вешалки. Несмотрительно. А ворота? Кто им открыл ворота? Понятия не имею. Сегодня пришли результаты экспертизы того самого флакона. В нем действительно находится вещество, идентичное тому, которым отравили Сомова. И отпечатки на нем принадлежат только Варваре Александровне. Так это она ворота и открыла. И что, и заперла себя в комнате? Ну вы же сами видели, она все еще заперта. Теоретически это вполне возможно. Ну, вы же смогли пройти по балкону в соседнюю комнату и спуститься вниз. Вы вполне могли открыть ворота злоумышленникам. Почему? Ну почему вы мне не верите? Я не убивала Сомова. И флакон этот мне подбросили. И никаких грабителей я не знаю. Вы кого-то ждете? Нет. Дарина, пойди открой. Я здесь одна. Совсем одна. Как в западне, понимаете? Я никак не могу из нее выбраться. Варвара Александровна, к вам гость. Вань, ты приехал. Ну, я же обещал. А говорили, совсем одна. Обманули. Никого я не обманывала. Это Ваня, мой жених. Знакомьтесь.